На Луне есть жизнь. Во всяком случае, была, пока туда не попал Незнайка. В невероятно сложное время для российской анимации в 90-е выходит мультфильм по книге известного детского писателя Николая Носова «Незнайка на Луне». Книга была написана за 30 лет до появления экранизации и, казалось бы, должна уже была растерять свою актуальность. Повесть создавалась во время Холодной войны, в разгар космической гонки между Советским Союзом и США, в промежутке между первым полетом в открытый космос Гагарина и высадкой американцев на Луне. В отличие от других произведений, созданных в условиях Холодной войны и выполняющих чисто пропагандистскую функцию, актуальность свою что книга, что мультфильм не теряют по сей день. Между повестью и экранизацией местами есть кое-какие крупные отличия, но основная мысль в обоих произведениях остается одинаковой. Это сатира на окружающий мир. И именно эта сатира и заставила создателей выпустить мультфильм после развала СССР. Но давайте по порядку. Незнайка живет в цветочном городе, населенном коротышками. Эти маленькие человечки существуют по принципам идеального социализма и коммунизма, где у каждого есть четкая функция в обществе, где принят коллективный труд и где не существует ни денег, ни централизованной власти. На сборы урожая коротышки выходят всем городом, питаются все в общей столовой, и вообще тут все общее и принадлежит народу. Так все-таки хорошо в нашем городе. Именно такой строй общества и помогает Незнайке выживать, потому что, он абсолютно бесполезен. Но благодаря коллективному труду, где можно сочкануть, он может всю жизнь валять дурака и все равно быть сытым. Впрочем, Незнайка изо всех сил пытается быть полезным, только у него ничего не получается. Таким уж родился, и из-за этого он порой становится причиной разных бед. Но дурачку всегда все прощают и не воспринимают всерьез. И такое отношение к Незнайке, несмотря на всю опасность, которая исходит от его действий, может быть обосновано тем, что в этом утопичном мире просто нельзя умереть. Тут вообще нет ни одного персонажа, кто выглядел бы чуть старше или младше остальных. Они все ровесники и, судя по всему, не стареют и не размножаются. Неужели это значит, что все они давно мертвы, и это на самом деле их души в раю? Нет, давайте я не буду уходить в эту степь надуманной, пугающей конспирологии. К тому же подобное объяснение — это лютая банальщина. Любое произведение можно склонить к теории о том, что на самом деле все мертвы. Смотрите сами, «Приключения Шурика». Шурик — это блуждающий по чистилищу дух студента, а трус, балбес и бывалый — это призраки прошлого, настоящего и будущего. Или фильм «Один дома», главный герой, Кевин, умер, поэтому он и не полетел с родителями, и его призрак охраняет дом от грабителей. Я все это, конечно, только что выдумал, но ставь лайк, если хочешь полное видео про Шурика. В общем, к Незнайке все относятся как к недалекому неудачнику. Все, кроме Ромашки, которая пытается ему сопереживать и оказывает знаки внимания, но в ответ получает лишь оскорбления. Весьма жесткие оскорбления, надо сказать. Ромашка-букашка. Господи, в чем твоя проблема, Незнайка? Эта девочка единственная, кому на тебя не насрать, а ты ведешь себя с ней как козел. С другой стороны, это прикольно, что главный герой настолько не идеальный. Когда наш маленький социопат находит лунный камень, то, разумеется, никто ему не верит. Однако, внезапно, камень и правда оказывается непростым. При контакте с магнитом он создает вокруг себя невесомость. Знайка, противоположность главного героя, видит в этой энергии огромный потенциал и вместе с механиками Винтиком и Шпунтиком начинает строить ракету, чтобы долететь до Луны и исследовать ее. Более того, он уверен, что на Луне есть жизнь, поэтому фарширует ракету семенами здешних гигантских растений, чтобы даровать их лунатикам. Но Незнайка такой типа: «Чё за фигня? Это я камень нашел, я тоже дохрена важный ученый», тырит его из-под носа будущих космонавтов и ставит опыты невесомости с рыбами. Эта выходка становится последней каплей в терпении его братцев, так что Незнайку наказывают, запрещая ему лететь вместе со всеми на Луну. И это вполне логично со стороны коротышек, ведь Незнайка сеет хаос буквально на каждом своем шагу. Однако сдаваться этот прохиндей не намерен. Он склоняет на авантюру своего пухлого друга Пончика, которого не берут на Луну якобы из-за лишнего веса. Ну вы поняли, лишний вес, Пончик. Надо было уж сразу назвать его холестерин или жирный брюхан, который сдохнет в 40 от сердечного приступа. Больше ярлыков, ребята! И хотя Пончик не особо-то и горит желанием покидать свой тепленький уютненький дом, будучи бесхребетным мешком для битья, он поддается влиянию Незнайки, и вместе они прячутся в ракете, чтобы незаметно улететь в космос вместе с остальными коротышками. Правда, поддается ненадолго. Как только Незнайка засыпает, Пончик предпринимает неудачную попытку побега и случайным образом тихонечко запускает ракету в космос. Настолько тихонечко, что этого
Правда, никто не замечает. А Незнайка тем временем дрыхнет, словно убитый, и видит странные сны. Сцена явно вдохновлена диснеевским мультфильмом «Дамбо», только слоненок подобную картину в голове наблюдал, когда набухался. Что это там за мешок, в котором Незнайка спрятался, уж не с семенами ли гигантского хмеля случайно? Дальше все как в типичном космическом хорроре. Герои обнаруживают, что они одни на борту огромного пустого корабля, а полетом управляет поехавший искусственный интеллект. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик. У ребят есть все шансы разбиться о поверхность Луны, но трагедия обходит их стороной, и ракета совершает мягкую посадку. Маленький шаг для коротышки и огромный скачок для всего коротышечества. Незнайка, как истинный лузер, после первого же шага проваливается в лунную расщелину, оставляя Пончика на поверхности. Ох уж этот Незнайка, видит щель, сразу ныряет! Оказывается, что внутри Луны есть ядро, на котором действительно обитают лунатики. Тут даже можно дышать, пускай и сверхзагрязненным воздухом. Кстати, знакомьтесь, эта звездочка, ее не было в книге, но в мульте она играет весьма важную роль. А еще ее озвучивает Кристина Орбакайте, и, наверное, именно из-за этого героиню не рискнули назвать просто звездой. Не доросла еще! Так что, очевидно, можно начинать ждать от мультфильма песнопения. И, пожалуй, забегу немного вперед и сразу отмечу, что в одной из песен звездочки как раз объясняется такое странное строение Луны. Раньше она была вполне себе маленькой планеткой, но из-за выхлопных газов небо покрылось толстой коркой, из-за чего через телескоп никаких признаков жизни не видно. Знакомство с Луной у Незнайки получается весьма ярким. Упав в сад к какому-то богатому дядьке и закусив там груши, герой впервые сталкивается с понятием частной собственности и еле спасает задницу от ружья и сторожевых крокодилов. Крокодилы тут выполняют функцию собак, наверное, долгими веками выводили такую породу, ведь посмотрите сами, как сильно у них изменились гены! Ха-ха! Потом Незнайка наталкивается на кафешку, где набивает себе пузо всякой вкуснятиной и не вдупляет, какого фига от него что-то требуют взамен. Какие-то деньги. Я, как бы сказать, впервые слышу такое слово. Короче, первый день на Луне, а уже в следственный изолятор угодил. Правда, Незнайка пока еще не понимает, что с ним происходит. Ну, по крайней мере, на Земле у него уже есть ждуля. Сокамерники угорают с него и его байк про космическое путешествие, но зэк по кликухе мига проявляет заинтересованность и немного поясняет герою местные понятия. Незнайка рассказывает всем подряд о семенах гигантских растений, которые остались в ракете. Кто-то в это не верит, а кто-то, наоборот, загорается энтузиазмом. Звездочка, например, увидит в этих семенах спасение для лунатиков от синтетических продуктов, кроме которых тут реально больше нечем питаться. А вот сокамерник Незнайки, Мига, в этих семенах распознал отличную возможность легко поднять деньжат. Да, на Луне, кроме звездочки и пары бомжей дальше по сценарию, положительных персонажей вообще нет. В ментовке главный полицай узнает в Незнайке опасного бандита по кличке Мухомор, обвиняет пацана в грабежах и прочих преступлениях, только вот во время опознания на суде выясняется, что это не он, и беднягу пинком под зад выкидывают из тюряги. Луна, как вы уже поняли, оказывается полной противоположностью цветочного города с его идеальным коммунизмом. Сатира на капитализм западных стран, доведенная до абсурда. Страной правит олигарх, господин Спрутс, с полной монополизацией бизнеса и тотальным контролем над средствами массовой информации. Из-за цензуры как раз увольняют звездочку, посмевшую написать статью о загрязнении воздуха заводами Спрутса. Но так просто эту дерзкую оппозиционерку не заткнуть. Она устраивает одиночно несанкционированный митинг, и тут уже нужна помощь целого наряда полиции. Хотя даже полицаев оказывается недостаточно для задержания этой опасной экстремистки. Олухи, что вы стоите? Вы, наверное, сейчас думаете, какого черта? Это точно мультфильм из 90-х по книге 60-х, а не современная пародия на окружающую действительность? Нет, друзья мои, повторюсь, что повесть была написана как сатира на строй общества США. Просто как так получилось, что после развала СССР наша страна в некоторых аспектах переняла этот капитализм, извратила его с ног до головы и в конечном счете превратилась в причудливую пародию на него. Неспроста Незнайки на Луне вспомнили именно в 90-х, когда Россию одновременно с коммерцией, рекламой и поп-культурой Запада наводнили бандитизм, олигархия, коррупция и прочие сомнительные прелести. И пока что с каждым годом в Луне все больше и больше узнается одна большая страна в ее нынешнем положении. По-настоящему обязанность полицейских — защищать население от грабителей. В действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А теперь меня по телевизору не будут показывать. Кстати, существует легенда, что якобы Ельцин во время своей инаугурации давал клятву, приложив руку не к Конституции, а к книжке «Незнайка на Луне».
Типа, Конституция РФ выглядит как тоненькая тетрадка, и хотелось, чтобы все смотрелось солиднее, так что в последний момент не нашли ничего более подходящего, чем книгу Носова. И Ельцин в итоге поклялся чтить и соблюдать Незнайку на Луне. Звучит, конечно, красиво, но это, разумеется, фейк, хоть и раскрученный. Автор данной прохладной истории сам в этом признался. Ура! Мультфильм «Незнайка на Луне» в волшебном чемоданчике. Живая картинка, 2 настольных игры и полная версия мультфильма «Незнайка на Луне». Привет, ребята! Вот мы и снова вместе соскучились. Я тоже. В некоторых аспектах Луна прям как будто альтернативная вселенная родной Земли Незнайки. Антицветочный город. Причем тут есть не только лунная версия самого Незнайки в лице бандита Мухомора. Нам демонстрируют мужика, очень похожего на Пончика, а еще среди фоновых персонажей можно разглядеть панк-версию Знайки и Винтика со Шпунтиком. Тут даже лунная жаба есть. Вновь столкнувшись со звездочкой, Незнайка помогает ей уйти от преследования, пустив ментов по ложному следу, на что она немного странно реагирует. Почему? Ты всегда говоришь неправду, Незнайка. Типа, чё ты врешь-то постоянно? Как будто в данном случае его ложь — это плохо. Незнайка вспоминает про Пончика и семена, оставленные на поверхности, и по наводке сокамерника приходит со звездочкой в магазин оружия. Мультик становится все менее детским. Чувствуете? Прекратите сейчас же! Жулио освобождает Мигу из тюряги взяткой, бандюганы пользуются доверчивостью Незнайки, открывают акционерное общество и колотят целое состояние на продаже акций на семена, которых, может, вообще не существует. Короче, стандартный развод в духе финансовых пирамид и МММ. Господин Спрутс узнает об угрозе своему бизнесу и вынуждает жуликов прикрыть лавочку, дав им на лапу деньжат и, короче, кинули Незнайку как лоха. А семян по факту уже и правда не существует. Пончик сожрал все запасы еды в ракете, включая дары лунатикам. В поисках чего бы еще покушать, толстячок наконец решается спуститься в недра Луны и открывает соль. Да это же соль! Ну, то есть он правда открывает соль. Местные жители почему-то до этого момента не додумались до вкусовых свойств солевых кристаллов, разбросанных по всему побережью. Так что, пока Незнайка сводит концы с концами и пытается выживать, Пончик богатеет на белом порошке. Да-да-да, соль, белый порошок. Этот мультфильм уже намного более двусмысленный, чем он должен быть. Я же вам говорю, он вообще ни разу не детский. Незнайке со звездочкой остается негде даже переночевать, и в поисках крова они осмеливаются пойти под мост, к бездомным. Кажется, что самое дно уже достигнуто, только вот на Луне, оказывается, есть место еще страшнее, чем жизнь под мостом. Остров развлечений. Его весьма активно рекламируют, обещают бесплатное проживание, исполнение любых прихотей, да и вообще настоящее счастье. Но на деле это эдакий ГУЛАГ, закрытая зона для неугодных правительству людишек и тех, у кого просто не особо много мозгов. Только вместо кнута здесь исключительно пряник и отупляющие развлечения, от которых люди становятся баранами. Концепция явно позаимствована из Пиноккио. Там практически такой же остров дураков, где дети превращаются в ослов от передоза безумным весельем. Что в Пиноккио, что в Незнайке, остров дураков — это отупляющие развлечения, которые власть использует для создания покорного быдла, неспособного думать. Замените качели и карусели на водяру и настойку боярышника, и вы офигеете, насколько это жуткая иллюстрация. Именно на этот остров Незнайку со звездочкой и ссылают. Герой, моментально поддавшись своим внутренним желаниям, почти сразу трансформируется в барана. И, в принципе, на этом грустном моменте можно было все закончить. Но, разумеется, в этот момент с Земли на еще одной ракете прилетают его родные коротышки и всех спасают. То есть прям вообще всех при всех. По факту они ненасильственным путем свергают действующее правительство и рушат сложившийся политический строй. Неужели мораль мультфильма в том, что если в стране творится лютая дичь и беспредел, то единственная надежда на перемены — это вторжение пришельцев? Знайка и Ко наконец даруют лунатикам вновь привезенные семена и сразу же решительно сваливают в освояси. Видать, подумали, ну нахер такую проблемную Луну, правительство мы убрали, вот вам семечки, а дальше делайте, что хотите. У Незнайки даже не получается нормально попрощаться со звездочкой. Между ними происходит ультра неловкий разговор, который создает лишнее напряжение и до сих пор вызывает дикую боль в моем сердечке. Какой ты все-таки хороший. Просто ты, наверное, влюбилась в меня, вот и все. А что я такого сказал? Причем Незнайка пообещал, что они типа еще прилетят, и у меня была большая надежда на продолжение.
И оно появилось. Мультфильм изначально выходил на кассетах в 2 частях с промежутком в пару лет, и когда в продаже появилась кассета «Незнайка на Луне 3», я просто кипятком ссался, настолько мне было невтерпёж узнать, что же там было дальше. Как бы помягче сказать. На 3-й кассете, носящей громкое название «Незнайка на Луне 3», оказалось совсем не то, что я ожидал. Никакое это было не продолжение. Часовой хронометраж пленки занимали караоке-версии песенок из мультфильма, пара среднячковых ремиксов, коротенький фильм о создании Незнайки и целая громада сверхнавязчивой рекламы. Копыки-сальтики, знаю я вас. То есть реклама была, конечно, и на первых кассетах. Оригинальный мульт буквально заканчивается рекламой нового альбома Меладзе. Но если там это все было хоть как-то оправдано, то 3-я часть выпущена исключительно, чтобы нарубить бабла на бренде. «Незнайка на Луне» — это ж сатира на общество потребления. Видимо, после посещения Луны у земных коротышек резко изменились взгляды на жизнь, потому что я хз, как еще объяснить, что Знайка впаривает мне жвачку с газировкой и прочую отраву. Значит так, вам надо собрать 12 изображений Незнайки от упаковки для сухих завтраков. И знаете, на самом деле я бы не прочь этой отравой закупиться. Я всю жизнь мечтал, например, попробовать сухой завтрак от Пончика, но в продаже ничего подобного я ни разу не находил. И неспроста. Игорь Носов, внук Николая Носова, после выхода мультфильма быстренько отказал в правах на Незнайку, поэтому выпуск какой бы то ни было официальной продукции быстро свернули. Игорь вообще, судя по интервью, считает экранизацию плохой. А мне норм. Книга, разумеется, намного глубже раскрывает основную идею, но создать мультфильм такого уровня в 90-х, да еще используя классический метод анимации, очень дорогого стоит. Хотя с какой стороны посмотреть, вот эти оригинальные целлулоидные кадры с автографом художника-фасовщика я выцепил на аукционе всего за 1 ничтожный рубль. Вы можете себе это вообще представить? Неужели на Незнайку сегодня всем настолько наплевать? Прошу вас, проявите хоть немного любви. Прочтите книжку или посмотрите мультфильм. Прибыл к вам я земли, чтоб здесь гигантские всюду цветы расцвели. Проделал он путь опасный, чтоб стала луна прекрасной. И верю я превратиться в рай наш новый Край! Ты ведь такой же, как все. Спасибо за просмотр, жмите лайк, сотрите кнопку с пальцем вверх в порошок. В такой порошок, чтобы на нем можно было разбогатеть, как Пончик. Ну и не забывайте делиться видео с друзьями и проверить, подписаны ли вы на канал. Низкий вам поклон.